Приветствую вас на канале Бурмикс, с вами дядь Миша. Друзья, сегодня готовим рыбные консервы в томатном соусе. Для их приготовления я купил треску и минтай. В общей сложности у меня получилось 3 килограмма 165 грамм. Когда я это все дело разморозил в холодильничке, у меня осталось 2 килограмма 500 грамм. Вот так, друзья, нас наигоривают. Ну что ж, будем исходить из этого количества и готовить рыбные котлетки в томатном соусе. Поехали! Промываем филе под холодной водой и проверяем его на косточки. Если находим кости, естественно, их убираем. Нарезаем рыбу на небольшие куски и пропускаем ее через мясорубку. Лук тоже нарезаем небольшими кусками и пробиваем в блендере в пюре. Половину лука отправляем в фарш, вторая половина у нас остается для соуса. Мелко нарезаем укроп, тоже отправляем в фарш. Солим, добавляем черный перец по вкусу, всыпаем манную крупу, добавляем 3 яйца, тщательно вымешиваем фарш, накрываем крышкой и отставляем в сторону, чтобы манка впитала всю лишнюю влагу. Через полчаса возвращаемся к фаршу и начинаем катать шарики. Один шарик 40 грамм. Переходим к плите. В сковороду наливаем растительное масло. Включаем плиту на средний огонь и даем маслу разогреться. А мы тем временем обваливаем шарики в муке и отправляем их на разогретую сковороду. Сверху аккуратно приплющиваем при помощи вилки или ложки и обжариваем около минуты до румяной корочки. Затем переворачиваем и также со второй стороны обжариваем около минуты. Таким образом жарим котлеты до полуготовности. После того, как обжарили котлеты, извлекаем из масла все лишнее и обжариваем следующую партию котлет. Очень здорово, когда у вас есть помощник. Пока вы обжариваете котлеты, ваш помощник подготавливает рыбные шарики. Но у меня сегодня вот такой помощник, который не хочет катать шарики, но создает прекрасное настроение. Обжарив все котлеты, отставляем их в сторону, а сами начинаем готовить томатный соус. Наливаем в сотейник растительное масло, разогреваем его, добавляем перемолотый лук, обжариваем его около 2-3 минут, добавляем томат-пасту, сахар. Кстати, в этом соусе я уже готовил рыбные консервы, и некоторые гениальные личности писали: «Куда столько сахара?» Ребята, я хочу пояснить. Вот такое количество сахара на столько томатной пасты, сочетание идеальное. У вас получается очень вкусный соус. Обязательно приготовьте, и вы поймете, о чем я говорю. Кстати, готовим соус на среднем огне. Добавляем в соус воду, перемешиваем до однородной консистенции, добавляем лаврушку, смесь приправ. В этот раз я еще добавил 1 чайную ложку копченой паприки, но это не обязательно. И добавляем лимонную кислоту. Готовим соус, постоянно помешивая. Если соус получается очень густой, добавьте обязательно воды. Вы уже сейчас можете попробовать соус и понять, что соус великолепный. В принципе, уже почти все. Если вы готовите рыбные котлеты в таком соусе просто на ужин, выкладываете котлеты в глубокий противень, заливаете соусом и отправляете в духовку, разогретую до 180 градусов, нагрев вверх-вниз, на 20 минут. И через 20 минут у вас великолепные, нежнейшие котлетки в томатном соусе готовы. Подавать их можно с чем угодно, хоть с пюрешкой, хоть с рисом, хоть с макаронными изделиями. Ну а я из этих котлет буду делать консервы. Для этого нам понадобится еще и морковка. Морковку я натираю на терке для корейской моркови соломкой. Теперь пришло время заполнять банки. Выкладываем немного соуса на дно, добавляем немного морковки и выкладываем котлеты. Банки у меня 450-граммовые. В первый ряд уместилось 4 котлеты. Добавляем еще морковки
немного соуса и сверху выкладываем еще котлеты по плечике. Во второй ряд у меня уместилось 3 котлеты. Заливаем сверху соусом и плотно закрываем банки крышками Twist Off. В результате у меня получилось 10 банок, но еще осталось 8 котлет, которые, естественно, сегодня мы съедим на ужин. Отправляем банки в автоклав. В первый ряд у меня идеально поместилось 5 банок, а вот во второй ряд вот эти банки замечательной квадратной формы, к сожалению, их вошло только 4 штуки. Пятая ну никак не захотела помещаться. Значит, и эта баночка тоже пойдет на ужин. Закрываем автоклав, догоняем температуру до 115 градусов, стерилизуем при 115 градусах ровно 30 минут. Через 30 минут выключаем автоклав и даем ему полностью остыть. У меня на это ушло традиционно 4 часа. Открываем автоклав и извлекаем консервы. Красотища же, да? Банки еще теплые, даем им полностью остыть, ну а завтра уже будем пробовать. Прошли ровно сутки, открываем банку. Извлекаем из нее котлеты. Смотрите, они получились вот в таком густом соусе. Запах изумительный. Теперь к этим котлеткам можно добавить всего лишь консервированный зеленый горошек, украсить веточкой укропа, и можно наслаждаться быстрым прекрасным ужином. Эти котлеты хороши как в холодном, так и в горячем виде. Подогрели, и ужин готов. Котлетки настолько хороши, что сразу вспоминается вкус детства. Я такие котлеты в детстве в консервах обожал. Так что, друзья, если вы тоже любите советские консервы, вот эти котлетки в томатном соусе обязательно приготовьте, ну и наслаждайтесь. А я пока с вами прощаюсь. До нового вкусного рецепта. Пока! Бурмикс.